так началась моя поездка в Краков. 3 поезда, 48 часов. При этом последние 10 часов в поезде Гродно-Краков я ехала сидя. Это было то еще приключение, но при этом я совершенно не сожалею, что выбрала именно такой способ добраться до места. Как минимум я успела полюбоваться Белоруссией, погулять по городу Гродно и испытала на себе пересечение границы с помощью поездки на поезде. Помимо прохождения таможенной зоны, на самой границе мы минут, наверное, 40 ждали, пока проверят паспорта всех пассажиров, а потом еще минут 40 стояли на жаре, на улице и ждали, пока будут проверены сами вагоны. Также были сложности с языками, так как я не говорю ни по-белорусски, ни по-польски, и вопросы таможенников для меня были проблемой. Огромное спасибо той девушке, что поняла мою ситуацию и помогла с переводом. Я уже где-то часов 7 еду в поезде а-ля электричка. Что я могу сказать? 10 часов в поезде было плохой идеей, сидя. Если бы это было какого-нибудь даже плацкарта, это было бы намного проще. В наших вагонах уже практически никого нет, в остальных, по-моему, тоже. Мало народу осталось. До Кракова еще почти 3 часа, чуть-чуть меньше. В сам Краков я прибыла уже очень уставшая. Это было практически в полночь, 48 часов пути. Хорошо, что меня там встретил Слава, который прибыл на день раньше. Его поездка, соответственно, заняла всего день, но зато у него было 2 пересадки, соответственно, 3 самолета. За то время, пока он меня ждал, он успел погулять по городу, ознакомиться с близлежащими улочками, и это нам очень сильно помогло на следующий день, чтобы где-то позавтракать, где-то прогуляться и, в принципе, ориентироваться на местности. Пора перекусить. И я выдвигаюсь в Ramen People. Мы там встретимся со Славой и будем кушать. Кстати, я заметила очень много всяких веганских кафетериев, либо в обычных кафешках очень много меню для веганов. То есть здесь это очень даже популярная вещь. Так что можно спокойно сюда ехать и питаться без мяса и прочего аналогичного. Главное, так. Где же мы? Нет, это не то. Вообще здесь очень много разных кафешек и так далее. Так что, в принципе, можно выйти, спокойно идти и найти себе что поесть. Мне кажется, я ушла уже куда-то далеко. Так что пока что я отключусь и буду... нет, уже нашла. Вон он, Ramen People. Написано на той стороне. Соответственно, мне надо как-то пропустить машину и перейти дорогу. Кстати, здесь очень популярны велосипеды и самокаты. То есть они здесь на каждом углу. И если не ошибаюсь, то там впереди стоит Кавасаки. По крайней мере, с этой стороны очень похож. А вот и Ramen People. Видимо. Да. И мне сюда. У некоторых домов идет реставрация. Некоторые уже отреставрированы. Здесь все очень вперемешку.
Мне очень нравится, как сделано это здание. Да, оно еще не полностью закончено, но оно выглядит очень симпатично. Особенно мне нравится этот балкончик, если на нем вырастить цветы, именно которые цветут. Да и, в принципе, если добавить туда зелень, то вот этот столик с сиденьем вообще шикарно выглядит со стулом. Можно отдыхать, несмотря на то, что центр города, ты можешь выйти, сесть, попить кофе и посмотреть на то, как живет город в принципе. Еще один момент, почему мне нравятся европейские улочки, это очень необычные входы в дворы. Если у нас они идут отдельно, то есть это не выглядит как вход в дом, то здесь вот обычная дверь, которая бы у нас, скорее всего, была входом в дом, а не во двор. Далее коридор в виде арок и вход уже непосредственно во двор. При этом есть разветвление там налево-направо для того, чтобы пройти непосредственно в какие-то помещения. Вот и прекрасный пример оформления балкона цветами. На мой взгляд, даже такому обшарпанному зданию они придают какой-то особый шарм и особую красоту. В принципе, я думаю, налюбовавшись улочками Кракова, пора пойти и перекусить. Холодный рамен с рисовым уксусом, соевым соусом и луковым соусом. Печеные томаты, бокалный огурец, листья оксали, мизуна омлет, еще что-то и рамен. Вот, есть томатные, есть шою, не знаю, что такое шою. Ага, куриный бульон с добавлением долго густынной какой-то вот штучки. Чашу, не тамаго, яйцо, менную мизуна, нори и рамен. Это звучит вкусно. Мне тоже так кажется. Ну давай 2 разных возьмем, попробуем, да? Один помидорный. Итак, мы выбрали томатный рамен, томатный суп и шаю. Сейчас надо будет перемешать их сначала, прежде чем их употреблять, но выглядят они просто шикарно. Ну и, в общем, мне понравилось. Порции большие, хорошие. У нас вышло 61 злоты за 2 супа и за кимчи. Вот. Это, ну, примерно сейчас там где-то 1200, наверное, на рубли. Как я и говорила, очень много людей ездит на велосипедах, на самокатах, на электрических причем. И, кстати, здесь развит как-то каршеринг или байкшеринг, но в виде не только самих велосипедов, но и самокатов. Если посмотреть, в принципе, все видео, то заметно, что в центре, мы гуляем, в принципе, по центру, максимум где-то 4-5, наверное, этажей. И почему-то очень много перекрытых мест. То дорогу делают, то отделывают сами здания. То есть постоянно кипит какая-то работа. В Кракове очень много удобных вещей для повседневной жизни. Но при всем при этом я не могу назвать его достаточно ухоженным городом. Я думаю, нам много еще есть что обсудить, так что продолжение следует.